Весы, рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер, и сегодня мы с вами смотрим ваш второй прогноз на март 2024 года. Месяц обещает много положительных, позитивных перемен. Посмотрим, чем он ознаменуется для вас и какие энергии будут присутствовать в течение этого периода. Вы, пожалуйста, настройтесь на положительные эмоции, подумайте о том, что бы вы хотели осуществить в течение этого периода, и посмотрим, что нам будут вещать карты. Какую информацию будет на месте. Итак, весы. Основные энергии марта. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Сейчас выложу арканы перед вами, чтобы они были хорошо видны, и мы с вами приступим. Итак, основные энергии месяца. У вас ложится аркан Мир. Потрясающая карта. Почему? Потому что энергии этого месяца вам несут масштабные, кардинальные перемены. По карте Мир у кого-то завершение старого цикла, начало нового, как войти в новую жизнь, как в чем-то, знаете, идет ситуация обновления с чистого листа. Опять же, поездки, переезды, путешествия, отпуск, смена места жительства. Для кого-то реализация себя в интернет-пространстве, то есть открывайте свой сайт, свой блог, или ведете какие-то аккаунты, позиционируйте себя как специалисты. Знакомство может быть как и в поездке, так и через интернет. И в целом карта Мира, она может сулить кардинально различные блага, от создания семьи до рождения ребенка. Поэтому давайте посмотрим, как эта карта прозвучит для вас. Что здесь? И у вас здесь ложится аркан Луна. Итак, для кого-то это могут быть благостные, благоприятные перемены на родине или позитивные известия от ваших близких. Почему говорю позитивно? У вас даже на колоду ложится туз чаш. То есть это положительная информация. Для тех, кто планировал и хотел, велика вероятность зачатия, деторождения. Опять же, у кого-то может быть возврат на родину, а у некоторых из вас обретение новой родины, потому что Мир и Луна – это как закрепиться на новом месте. То есть в любом случае акцент на то, знаете, как видеть гнездо, создавать очаг, создавать комфорт, уют и находить себя в этом пространстве, где бы вы ни были. То есть вы обретаете новую родину или вы реализуетесь там, где вы сейчас находитесь. Но для вас идет как улучшение ситуации, и это само по себе прекрасно. Смотрим вопросы работы, карьеры. У вас здесь ложится рыцарь чаш. Интересная карта. Почему? Потому что, во-первых, она может вам сулить приятные поездки, командировки, то есть совмещение приятного с полезным. То есть могут быть семинары, обучение, то есть вы идете по работе, заодно отдыхаете, восстанавливаетесь, воодушевляетесь. Плюс, в принципе, интересные предложения. Как в плане трудоустройства от международных компаний, так и в целом предложения на текущем предприятии о переводе в новый филиал, о продвижении, о улучшении для вас каких-либо условий труда. Смотрим, о чем будет говорить этот аркан для тех, кто сейчас не работает и работать не может. Что же будет здесь? И здесь рыцарь чаш и двойка мечей. Это ситуация, когда вы понимаете, что у вас есть несколько идей, направлений, в которых вы хотели бы развиваться. И знаете, это хочу все померить, хочу понять, все ли мне подходит. То есть пробовать себя в любой из этих ипостасей. У вас даже на колоду ложится двойка жезлов. Видите, как найти альтернативу, найти выбор. И уже попробовав и одно, и другое, понять, что же вам ближе, в чем вы хотите развиваться. Для тех же, кто у нас является соискателем. Рыцарь чаш и туз мечей. Это как раз расставленные точки над «и», это получение ответа. И более того, снова открывая колоду, снова у нас здесь ложится туз чаш. Это позитивные новости. То есть для вас это вопросы трудоустройства. Если вы у нас наемный сотрудник, то здесь ложится рыцарь чаш, и здесь ложится у нас король чаш. Именно король, смотрите на то, как подписан аркан, потому что я понимаю, что многих может сбивать с толку всадник на лошади, но это все-таки карта короля чаш. То это выгодные для вас предложения, это протекция со стороны мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Это более лояльные условия труда. Это могут быть конкретно для вас эксклюзивные какие-то предложения по окладу, по оплате вашего труда. То есть действительно, знаете, как ситуация, которая идет для вас со знаком плюс. Если вы владеете собственным делом, то у нас ложится рыцарь чаш и король монет.
Новое партнерство. Причем здесь ложится, как мы видим, мужчина земной стихии, Телец, Дева или Козерог. Причем партнер состоявшийся, состоятельный человек, который знает свое дело, умеет им руководить, любит свое дело и поможет вам. То есть вы будете обретать какой-то опыт, навыки, то есть перенимать все то, чем владеет этот человек, как брать для себя этот ресурс. И в свою очередь это поспособствует увеличению вашего дохода. То, что касается финансовой стороны вопроса на март. Здесь ложится аркан Жрец. Интересная карта. Почему? Она сама по себе не является материальной, но что она сулит? Обретение знаний, в которые вы сейчас вкладываетесь, впоследствии позволят вам хорошо на этом зарабатывать. Или обучение, которое вы будете проходить. Опять же, траты, которые могут быть сопряжены не только с обучением, но и с вопросами улучшения состояния здоровья, лечения. То есть это ваше вложение. Но с точки самой зрения материальной базы, сейчас раскрою колоду, секунду. У вас здесь ложится 5 жезлов и 8 жезлов. То есть как после каких-то долгих трудностей или перипетий ваша финансовая ситуация, она улучшается. Потому что жрец – это получать от кого-то деньги. Это как вопросы покровительства. Сейчас объясню. То есть это могут быть гранты на обучение. Это могут быть какие-то пакеты социальной помощи на лечение. Это обучение может быть за счет предприятия. Это ситуация, когда кто-либо, дедушка или взрослый возрастной родственник из вашей семьи может вам помогать финансово. Поскольку карта Жрец у нас еще является указанием брака, партнерства, то это финансовая помощь и поддержка как со стороны партнера или партнерши допустим, по союзу, по браку, так и в целом от человека земной стихии, Телец, Дева или Козерог, потому что у нас Жрец является сигнификатором этого знака зодиака. То есть вам могут финансово помогать в этих вопросах. То есть человек, который для вас в чем-то будет являться как духовным наставником, путеводителем в жизни, проводником, вашим ангелом-хранителем, называйте как угодно. Но Жрец – человек, который вас ведет за собой. С финансовой точки зрения здесь все более чем благоприятно. Вопросы здоровья. Рыцарь жезлов. Прекрасное, эмоциональное, ментальное, физическое самочувствие. Но рыцарь жезлов говорит о том, что не относитесь малохольно к вашему состоянию здоровья, не находитесь на сквозняках, не одевайтесь легко раньше времени, даже если уже там потеплело, вышло солнце. То есть берегите себя, потому что рыцарь жезлов это могут быть легкие простудные заболевания, да, которые быстро пришли, быстро ушли. Но зачем себе портить настроение и самочувствие? Личная жизнь. Здесь ложится 6 мечей. У вас фактически такая же ситуация, как и у дев. Карта, она многозначна. Почему? Она может как указывать на совместное движение вперед к новым идеям, вершинам и горизонтам, так и, допустим, на желание уйти. Будем смотреть, что у вас здесь. Итак, данный аркан для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. О чем он говорит? 6 мечей, карта башня. Это, знаете, как меняйте структуру, вам подсказывают арканы. Иначе вы не сможете здесь обрести вопросы стабильности в личной жизни. У вас даже дну колоды падает карта колесница. То есть вашу вторую половину нужно искать или где-то за рубежом, или как минимум через интернет. Но в рамках этого месяца карты не сулят вам знакового знакомства, которое могло бы привести к созданию семьи. Для тех, кто в любовных треугольниках. 6 мечей и 2 монет. Это попытки сопоставить, сравнить, понять, какой из вариантов, из партнеров или партнерш для вас будет являться лучшим. Ну и уйти к тому или к той, с кем вам в большей степени комфортно. А для тех, кто в стабильных союзах, 6 мечей и рыцарь монет. Ситуация, когда вы ощущаете некий, может быть, застой или дисбаланс в паре. В чем это заключается? Допустим, когда ваша партнерша или ваш партнер не хотят развиваться, стремиться к большему, к лучшему, сидят на одном ровном месте, и их все устраивает. То есть вот это вот болото, оно вас может угнетать. Поэтому 6 мечей и рыцарь монет – это поднимать таковые вопросы. Почему? Потому что 4 монет – это желание и стабильности, это желание большей зоны комфорта, и в первую очередь это касается материальных аспектов. Потому что здесь вот материальная база вашей пары может вас не устраивать. И смотрим совет от карт. У нас здесь ложится аркан дурак. То есть не зря говорю, видите, мир и дурак. Итак, для кого-то
Зачатие, деторождение для кого-то просто новый цикл, новый этап пути. То есть не бояться начинать, не бояться идти в новое, не бояться перетрубаться, когда что-то нужно оставить в прошлом. Будь то друзья, знакомые, иногда даже родственники, прежний тип мышления. То есть нужно меняться, нужно быть, знаете, как адаптивными. То есть я не говорю, что вы обязаны прогибаться, подстраиваться под обстоятельства, но я бы сказала так. Меняться, держать нос по ветру, быть в тренде, ловить волну, потому что дурак – это быть вот мобильными здесь и сейчас, не упустить шанса, не упустить момента. Смотрим с вами неожиданность периода. О чем здесь будет идти речь? Так, дом, букет. И у нас падает карта звезды. И здесь у нас, видите, карта роскоши. Итак, что у нас по факту? Для кого-то выгодный вопрос покупки, обретения жилья, ремонта. Далее, для кого-то, если смотреть по этим картам, это может быть сама по себе ситуация. Выбирать, с кем жить, с кем остаться. Дальше. Смена места жительства может быть в благоприятном аспекте, в благоприятном ключе, плюс как исполнение цели, мечты. У кого-то получить вид на жительство. Если это вопрос социума и нахождения в коллективе, это признание, это продвижение. Ну и в целом, если это касается пары взаимоотношений, это понимание или осознание, что ваше счастье, знаете, как нужно, допустим, для тех, кто свободен, искать в другой локации, для тех, кто у нас в любовном треугольнике, понимание или осознание, с кем жизнь будет более стабильной, так сказать, кому нужно уйти, а для тех, кто в стабильных союзах, это либо мотивировать вашу вторую половину на развитие, на улучшение качества жизни, ну или может быть такое, двигаться без партнера или партнерши дальше к этому развитию. То есть у каждого здесь будет свое. Что ж, месяц у вас такой значимый, потому что такое количество старших арканов. Ну, кстати, у многих, я смотрю, этот месяц такой ключевой. Закроем вам все в положительном ключе, в положительном аспекте. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как по факту отозвалась информация, как она отыгралась, ну и какие перемены произошли. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.